How many of you were pioneers, kids? Кто из вас был пионером в детстве? In America, we have the Boy Scouts and we have the Girl Scouts. В Америке, наверное, вы знаете, есть Boy Scout и Girl Scout. Joe was a Boy Scout. Boy Scout. So, we were talking about shame. Now, it should be fairly obvious how that shame can interfere with functioning. Также мы как раз беседовали о возникновении чувства стыда, да, и то, как это чувство мешает взаимодействию между подопечным и супервизором, наверное, кажется вам довольно-таки очевидным. Now, things like guilt, things like shame, those are actually, they're important emotions because that is what civilization is built on. По сути, такие эмоции, стыд или вина являются довольно-таки важными, так как это то, на чем вообще основана эмоциональная база людей. Most of us can imagine what our societies would be like if nobody felt any shame or guilt. Давайте попробуем представить наше общество, да, в котором ни один его представитель не испытывал чувство вины или чувство стыда. You would not be safe walking from one building on this campus to another. Вы бы, наверное, боялись проделать путь от одного здания до другого, так не чувствовали бы себя в безопасности. But too much of it can interfere with learning. Однако избыточные чувства вины и стыда могут мешать процессу обучения. Too much of it can interfere with development. И также могут мешать личностному и профессиональному развитию вашего подопечного. And so we have to do what we can to control the level of shame that our supervisees feel. Поэтому мы в качестве супервизоров должны максимально контролировать тот уровень чувств стыда или вины, который возникает в наших подопечных. If we recall that shame can cause resistance, we see that shame is something we want to minimize to whatever extent that we can. Если вспомнить о том, что чувство стыда может вызывать сопротивление со стороны подопечного, то очевиден вывод, да, что супервизор стремится к тому, чтобы минимизировать те ситуации, в которых это чувство возникает у подопечного. And we have to recognize shame when we see it. В то же время мы должны распознавать это чувство стыда, которое возникает у подопечного. And it's also something that we should see as normal. И также воспринимать это чувство как нормальную, адекватную реакцию, адекватную эмоцию. Now, the challenge is creating an environment that minimizes that shame. Задача супервизора в данном случае заключается в создании благоприятной среды, в котором количество ситуаций, в которых возникает чувство стыда у подопечного, было бы минимизировано. Now, in the classes that I teach, I work with advanced students sometimes, but I also work more, I think, with beginners. В рамках своих занятий я работаю очень много с студентами, которые уже обладают определенной компетенцией, но в то же время и часто очень приходится работать с новичками. And the beginners are the ones that are most prone to intense shame reactions. И как раз-таки чувство вины наблюдается зачастую среди начинающих терапевтов. Now, minimizing shame in your own teaching or working environments, that is going to be kind of a creative process for you. Процесс минимизации тех ситуаций, в которых чувство вины возникает у начинающих подопечных, представляется довольно-таки сложным, но в то же время и креативным для супервизоров. But some of the things that I do with beginning students, I have found very useful that puts them much more at ease. Я для себя выявил некоторые функции, некоторые параметры, которые позволяют мне минимизировать чувство вины или смущения у новичков и позволяет им рассматривать и расположить, я могу таким образом расположить их в отношении к себе. One of the things that I did was several years ago, at the end of a semester, I had students write down advice for the next generation students. Например, несколько лет назад в своей практике я сделал следующее. Я попросил студентов написать
рекомендации для следующего поколения. We got to the end of the class, they all did just fine, and I said, write down some advice for the next generation of students that come through this course. То есть по завершении нашего курса, курс прошел довольно-таки успешно, по завершении курса я попросил их дать определенные советы, рекомендации тем студентам, которые будут проходить этот курс обучения после них. I put down all of those bits of advice on paper and I include them in the course materials. Я составил список всех этих рекомендаций и в следующий раз уже включил этот список в курс своих лекций по этому семинару. So that beginning student sees where they're going to end up. They see that they're going to be okay. Таким образом, новички сразу же видели, к чему они придут в конце наших занятий, да, и видели, что материал будет усвоен и что курс для них пройдет успешно. Another thing that I am able to tell students at the beginning when they are very anxious is I tell them I have been doing this for 10 years now and I haven't lost anyone yet. Еще что можно сделать в подобной ситуации, то именно что я делала, да? В начале каждого курса я говорю новичкам о том, что этот курс я веду уже, скажем, 10 лет, и за эти 10 лет еще ни один из студентов не покинул моих занятий, поэтому я думаю, что и вас эта участь не постигнет. And that usually helps quite a lot. Something else that I do is I tell them about the struggles that I had when I was going through my own training. Ну и, конечно же, я также делюсь с ними личным опытом, теми чувствами, эмоциями, которые я сам испытывала, когда проходил тот или иной курс обучения. Sometimes the things, the mistakes that we make, especially in the beginning, can be quite comical. Иногда те ошибки, которые мы совершаем, особенно в начале нашего обучения, могут быть просто смешными. And I tell students that it's a normal part of the process. И я сразу же говорю своим студентам, что это нормальный рабочий процесс. I can remember one video that a beginning student made where they left a window open in a place where they were trying to do an interview. Например, я помню видеозапись, которая была сделана одним из начинающих терапевтов. В этой видеозаписи они оставили открытым окно в том помещении, где они планировали проводить интервью. And it was a beautiful spring day, just like it is today here in Tomsk. На улице был прекрасный весенний день солнечный, примерно такой же, как сегодня в Томске. And a very small squirrel crawled into the window while they were doing their interview. И в ходе их интервью через это открытое окно в аудиторию забралась маленькая девочка. And it scared both of them pretty badly. И напугала обоих участников интервью. And when we showed that in class, that was kind of a demonstration about the sort of things that can go wrong when you're trying to do your best. И мы это видео показывали в качестве примера, когда вы пытаетесь сделать все, что в ваших силах, да, для того, чтобы помочь клиенту и супервизируемому, но тем не менее есть определенные вещи, которые вы не можете контролировать и которые могут нарушить нормальный рабочий процесс. Now, another thing that can lead to resistance is anxiety. And we're kind of talking about this already. Еще один факт, который может вызвать реакцию сопротивления подопечного, это чувство беспокойства. Мы о этом сегодня уже говорили. And those of you who have been practicing for a long time, let me ask you a question. When were you most anxious in your careers? И у меня вопрос к тем, кто уже длительное время занимается практикой. В какие периоды вашей профессиональной деятельности вы чувствовали наибольшую степень беспокойства? Just start. How many of you would agree with that? Кто согласен с этим мнением? All right. Your answer to that question is consistent with a great deal of research on supervision and clinical training. В принципе, этот ответ совпадает с результатами множественных исследований по супервизии. And one of the most interesting things about those research results is
Very often, students are unable to recognize when they're feeling most anxious. И вот интересно, что многие исследования показывают, что студенты зачастую не способны распознать те ситуации, в которых они испытывают наибольшее чувство беспокойства. They're only able to see it years after graduation, and then they realize, I was so scared when I was a student. Как правило, человек начинает осознавать, что в тот или иной момент его карьеры он испытывал наибольшее беспокойство только года спустя, когда он смотрит в прошлое, так скажем. Now, this comes from the supervisee in training. They're caught in the middle. They are anxious about that client that they have to see, and that client that they're supposed to help. И таким образом можно сказать, что начинающий терапевт как бы захвачен между двух огней. Да? С одной стороны, беспокойство у него возникает его клиент, который испытывает определенные проблемы. While on the other side, they've got to deal with the supervisor. С другой стороны, ему нужно устраивать свое общение, свои взаимоотношения с супервизором, Who is supposed to evaluate them. который, как полагается, будет оценивать его работу. So it should not be any surprise that there is a great deal of anxiety for that new professional or for that trainee. Поэтому естественно, что у новичка, у начинающего терапевта возникает серьезное чувство беспокойства. And this can result in something called impression management. Все это может привести к явлению, которое называется управление впечатлением, так скажем, управление, то есть то чувство, когда человек пытается управлять эмоциями, восприятием его другими людьми. And another term for this is strategic presentation of the self. Иными словами, это называется стратегическое представление самого себя. In America, we have the expression, you try to put your best foot forward. В Америке у нас есть такое выражение, когда мы try to put your best. Put your best foot forward, American expression. Когда вы пытаетесь начать движение с той ноги, так скажем. And of course, that means you're keeping your worst foot back here where nobody can see it. Скорее всего, для вас левая или правая нога является ведущей, да, и когда вы делаете шаг с той ноги, с которой вам удобно, задняя нога остается как бы прячется за ведущую ногу, и таким образом вы пытаетесь скрыть какую-то свою слабую сторону. And you know, these manifestations of this kind of impression management that stem from anxiety are the items that were on that list that I read to you about an hour ago. Это как раз таки проявление подобного чувства беспокойства, которое происходит от желания управлять тем впечатлением, которое мы вызываем у других людей, было в том списке, который мы с вами обсуждали час назад. Now, one response to anxiety is the same as a response to shame sometimes, and that is intense self-criticism. Реакция на обостренное чувство беспокойства зачастую бывает такой же, как и реакция на чувство стыда. И эта реакция именно характеризуется усиленной критикой самого себя. Let me ask you, what do you think is the best way to respond to intense self-criticism from a supervisee? Как вы думаете, супервизору какие действия следует предпринять для того, чтобы снизить это чувство самокритики, которое исходит от подопечного? Maybe it's worse than giving him some praise. Yes. Okay. What else? И еще можно что-нибудь? Provide support. Support, yes. Mm-hmm. What else? To point out Point out some strengths, yes. All these are good things. to organize the working plans of the supervisors and figure out what's going to happen next. That's also important, yes, because Очень ambiguity важно. is the root of all anxiety. If they know what to expect, they're not going to be quite so anxious. С учетом важный комментарий, зачастую неясность, да, неоднозначность является также причиной ряда беспокойства, поэтому если подопечный знает, что его ждет далее, то
Now, if we remember from our short conversation about shame, we called it the preemptive strike. Preemptive is which is aimed at oneself. Yes. Если помните, когда мы говорили о чувстве стыда, да, мы говорили о атаке, направленной на себя, которая возникает у подопечного. I will do it to myself before you can do it to me. То есть я все свое негодование сам на себя изолью до того, как кто-то это за меня сделает. And if I am hard enough on myself, maybe you will be nice to me. Если я достаточно строг буду к себе, то, возможно, мой супервизор ко мне проявит лояльность. There's an element of game playing there. Видно, что тут присутствует элемент игры. And this is how I handle it. И вот как я справляюсь с этой проблемой. Now I realize it's normal. It is protection of the self. I understand that. Я, в принципе, понимаю, что нормальная реакция – это реакция самозащиты, по сути. And the way I handle it for beginning students is different from the way I handle it with advanced students. То, как я решаю эту проблему в случае с новичками и в случае с более опытными специалистами, по сути, методы моей работы с теми другими различаются. With advanced students, I do a lot of some of the things that you've already said. А с теми, кто уже обладает достаточной компетенцией, с продвинутыми студентами, я применяю те тактики, которые вы сейчас перечисляли. With beginning students, I'm much more likely to behave like a football coach. А с новичками же я принимаю на себя роль тренера по футболу. And I'm thinking American football rather than Russian football. И я сейчас говорю как раз таки об американском футболе, да, о том, который играет в России. And that means, has anybody seen the American television program Friday Night Lights? А кто-нибудь видел когда-нибудь американскую передачу пятничную, называется «Вечерние огни пятницы»? No? Okay, well. Американская версия Лондона мечта живет. Anyway. Well, it's a television program about a football team and their day-to-day life trying to win games. Anyway, это не важно. We've all had coaches, athletic coaches at some points in our lives, and I am very much the same way with beginning students. Все мы на определенном этапе жизни сталкиваемся, попадаем в ситуацию, когда нас кто-то обучает, да, или кто-то нас тренирует, то есть мы попадаем под влияние учителя или тренера. Part of what I do is in some of their first interviews, I have them write a self-evaluation about the things that they did well and the things that they did not do so well. Итак, что же конкретно я предпринимаю? Я могу попросить студента, новичка, да, написать на отдельном листе бумаги все то, как он оценивает сам свою работу, то есть обозначить те моменты, которые ему удались, или те моменты, в которых он желал бы улучшить свою работу. I review their interview for this class, and I look to see if they noticed the same things that I did, the things that they did well and the things that they did not do well. Затем я просматриваю это их эссе, сочинение и сравниваю его со своими собственными впечатлениями, то есть совпадает ли мнение подопечного с моим в отношении того, что было проделано хорошо и что проделано было не очень хорошо. This is a self-evaluation that I give them a grade on. I evaluate their own self-evaluation. Таким образом, я, так скажем, оцениваю их самооценку. And if they criticize themselves too harshly, and if they do not see the things that they did well, I will lower their grade. Если я вижу, что подопечный слишком сильно критикует себя и не видит положительных сторон в своей работе, то оценку за это эссе, это сочинение я поставлю ниже. So in that regard, it's a game that I just refuse to play. То есть это вот определенного рода игра, да, в которую я играю со своими подопечными, в которую я выступаю в качестве тренера. I know that might sound a bit surprising to you, but being able to evaluate the self is an important skill that I take very seriously. Может быть, немного странно
я уверена в том, что способность студентов адекватно оценивать свою работу и то есть, иметь достаточно уровень самооценки является очень важным качеством. And if they're not seeing some of the things that they're doing well, that's a different kind of problem. Если же подопечные не видят каких-то положительных сторон в своей работе, то это также вызывает у меня опасения. And it works pretty well. You'll have to take my word for it, I think. И на самом деле могу сказать, что эта тактика работает довольно-таки хорошо. Можете поверить мне на слово. Okay. Now, anxiety, we know that it can impact learning, it can impact performance, it can also impact the relationship between you and your supervisee. Итак, мы уже выяснили, что чувство беспокойства может негативно влиять на процесс обучения, на процесс развития, а также на отношения, которые складываются между участниками супервизии. Most of us are aware of one of the oldest hypotheses in psychology. Все, наверное, знакомы с одной из древнейших гипотез психологии. Anybody recognize what this might be? Кто-нибудь может предположить, что это за диаграмма, что она символизирует? Работоспособность и anxiety and work capacity. Yes. That's part of it. And the other part of it is Это часть, да, диаграммы, а еще this is anxiety going from low это to high. беспокойство, которое от меньшего стремится к большему. Down here, we're very relaxed, we're almost asleep. Где-то здесь человек чувствует себя довольно-таки расслабленным, правильно? Up here, we are scared to death for our lives. А в конце оси человек настолько напуган, что он просто боится за свою жизнь. What is this curve here? Что означает эта кривая? As soon as I say it, you'll recognize it. This curve represents our capacity to perform. Эта кривая символизирует наш потенциал эффективной работы. When we're very relaxed, not very anxious, our performance is not very good. По сути, когда мы находимся в расслабленном состоянии, эффективность нашей работы невысока. Мы вообще ленивы. Мы ленимся. If we're scared to death, our performance is also not very good. Если мы напуганы до смерти, то эффективность нашей работы также стремится к нулю. It is when we've got a little bit of anxiety that our performance is the best. Наивысшей точки эффективной работы мы достигаем, когда испытываем легкое чувство беспокойства. So it is our job to make sure there is not too much anxiety so that supervisee is not frightened to death of the situation that they're in. Итак, задача супервизора заключается в том, чтобы создать условия, в которых чувство беспокойства подопечного не обострено, то есть подопечный не напуган до смерти. But we also don't want them thinking, okay, this psychology business, so easy, I don't even have to think about it. Но в то же время и не создавать ситуацию, в которой бы подопечный чувствовал бы себя чрезмерно расслабленным и думал бы, что ему море по колено. That means finding a balance between challenge, high anxiety, and support, low anxiety. Таким образом, нужно найти баланс между сложностью тех задач, которые мы ставим перед подопечным, и мерой поддержки, которые мы ему оказываем. Because this is the point that we want our students working at. Так как наивысшей точкой категории это тот уровень, на котором мы хотим бы видеть работу наших подопечных. If we give too much support, if we are too nice, I suppose, too positive about everything, then the student is not going to develop. Если мы оказываем чрезмерную поддержку подопечному, если мы видим указываем только на позитивные моменты, да, мы таким образом заставляем подопечного чувствовать себя расслабленным и
и эффективность его работы существенно снижается. Your new colleague is not going to develop. Притормаживается процесс развития нашего подопечного, и ваш коллега просто не развивается профессионально. But we also don't want them unable to function. Но в то же время не следует доводить до того состояния, в котором они просто будут не способны выполнять свои задачи. Now, one of the things that we can do to reduce anxiety and therefore reduce resistance is that role induction that we talked about yesterday. Для того, чтобы снизить чувство беспокойства и повысить эффективность работы подопечного, очень важно правильно вводить распределение ролей. Как раз мы вчера об этом уже говорили. And simply the act of supervising, having those supervisory meetings with our supervisees can do a lot to reduce anxiety. И вот регулярные встречи с нашими подопечными, регулярные беседы, обсуждения и четкое распределение функций, ролей может существенно снизить беспокойство наших подопечных. In my situation, my capacity to find a balance between support and challenge with beginners is when I have students who do very well on their first interview, I tell them, don't get lazy. В моем случае, да, если я работаю с новичками, с начинающими терапевтами, и если я вижу, что они добиваются успешных результатов уже на первом интервью, я сразу говорю им, не расслабляйтесь. I tell them, very often, students that do a good first interview do a terrible second interview. Потому что очень часто бывает так, что первое интервью проходит крайне успешно, а второе интервью, просто на втором интервью они терпят крах. Because they become complacent. Complacent, they stop worrying about it. Потому что подопечный теряет бдительность, теряет легкое чувство напряжения, беспокойства, которое должно быть, и расслабляется. The student that does not do so well in their first interview is a little bit different. Другая ситуация, она как раз наблюдается с студентами, которые проводят не слишком удачно первое интервью. Very often it is anxiety that got in the way of their performance in their first interview. Очень часто на эффективность работы их поведение первого интервью влияет как раз таки на чувство беспокойства. That student, I try to tell them to relax. Если интервью проходит не очень успешно, я такому студенту говорю следующее: пробуй расслабиться. I also change some of the language that I use with them. Кроме того, я меняю свою манеру поведения, манеру общения с этим студентом, с этим подопечным. I point out the things that they have mastered and the things that they have done well. Я больше внимания пытаюсь обратить на позитивные моменты, да, на те задачи, которые удалось успешно выполнить подопечному. I also tell them the things that I need more evidence about. Кроме того, я подчеркиваю те моменты, в которых мне хотелось бы от них получать больше информации, больше сведений. I say you have mastered this, this, and this, but I don't have any evidence yet that you've mastered this. То есть я подчеркиваю положительные моменты, что тебе удалось сделать то-то, то-то и то-то, но в таких-то моментах тебе следовало бы еще поработать над собой. And then I empathize with their situation. И таким образом я проявляю участие и подчеркиваю свой интерес, свою приверженность к их работе. I tell them I know it can be very scary to make these interview videos. Я говорю подопечному, что понимаю, что делать видеозапись интервью может быть довольно-таки пугающим для них, может вызывать опасения. And I point out to them what is important and what isn't, because sometimes they're worrying about things that I don't care about. И в то же время я подчеркиваю те моменты, которые важны, и те моменты, которым можно придать меньше значения, потому что зачастую студенты беспокоятся о тех вещах, которые для меня, как супервизора, совершенно не важны. That is an activity which reduces ambiguity. Все эти действия направлены на то, чтобы, по сути, снизить неясность, неопределенность. I try to keep things very simple for those beginning students by telling them, you only have one job in this interview. Я пытаюсь упростить работу
этих новичков, говоря им, что у них в проведении их интервью они преследуют только одну задачу, выполнять только одну функцию. That job is to get the story. И функция заключается в том, чтобы услышать от клиента историю его проблемы. And that is all. И по сути это все. They don't have to solve the client's problem. They don't have to make the client feel better. На первом интервью перед ним не стоит задача, да, чтобы задача решить проблему клиента или почувствовать клиента, заставить клиента почувствовать себя лучше. They just have to get the story. На первом интервью нужно только понять суть проблемы. And that often reduces a lot of the students' anxiety, and they do a fantastic second interview. И очень часто это осознание помогает подопечным провести первое интервью блестяще и затем уже проводить успешное второе интервью. Okay. Now the next thing that can lead to resistance is students, trainees, new employees, they want to feel like they know what they're doing. Так, еще один фактор, который может вызывать чувство сопротивления в подопечных, это тот факт, что новички, начинающие терапевты, хотят чувствовать, что они четко знают свою работу, четко знают, что они делают. Those students, once in a while they have a brilliant success and things went very well. Представим, что начинающие подопечные в своей практике уже имел какой-то блестящий случай, блестящее интервью, которое ему удалось провести. Once in a while they have very embarrassing failures. Но там через неделю, даже через какое-то время у них были, так скажем, поражения в профессиональной практике. It's very much like driving on a mountain road. Вот подобный опыт напоминает вождение машины на неровной горной дороге. Sometimes, things go very well with their clients and they're able to climb to the top of that mountain. Когда работа с клиентом протекает очень успешно, мы чувствуем, что мы находимся где-то на вершине горы. And that feeling of competence, that view from up there feels wonderful. И это, конечно, очень приятное чувство. С высоты птичьего полета мы чувствуем удовлетворение от своей работы. But there's only one direction to go after that. Но спуститься с горы можно только одним способом, да, то есть это обязательно должен быть спуск. Down, down, down. И вот с этого, скажем так, с высоты вашего успеха вы тем не менее должны начать спуск и, может быть, в вашей практике возникнут какие-то менее успешные случаи. Hopefully not all the way. Остается надеяться, что этот спуск будет длиться не вечно. Hopefully they can land back on the road where they used to be. Остается надеяться, что подопечному удастся вновь стабилизировать свое движение и начать движение вперед, Rather than on the rocks down there in the valley. а не продолжать лететь в пропасть. Now what this means for us as supervisors is once in a while students will have very specific goals. Sometimes they need general comments or general evaluations about how they're doing. Для нас, для супервизоров, это означает следующее. Если даже перед подопечным стоят какие-то конкретные специальные цели, в большинстве случаев для оказания поддержки нам нужно предоставить им просто общие комментарии, общие рекомендации, которые помогут им в достижении этой узкой цели, особенной цели. They need to hear things from us like you're right where you should be at this point in your training. То есть подобный комментарий может быть уместен. Ты находишься на верном пути, ты все делаешь правильно. Or they need to hear that, you're almost where you should be. Или, например, следует сказать, знаешь, ты очень близок к достижению своей цели. Or, you're a little bit ahead of what I would normally expect of a student at this point in their training. Или, например, супервизор может сказать следующее, ты немного опережаешь события, да, немного торопишься. That's going to give them the gift of belief in themselves. Скорее всего, это укрепит веру подопечного в самого себя. And it's going to help them to not feel like they are just playing a role and they are going to be found out to be faking it. И если подопечный испытывает чувство, что он просто играет свою роль,
это чувство исчезнет, и он поймет, что он действительно выполняет свою задачу. How many of you felt like you were an imposter at one time? An imposter is somebody who, how would you explain an imposter? Phony. No. Somebody who is like pretending that I'm a policeman, but I'm not really a policeman. Возникало ли у кого-то из вас чувство, когда вы думали, что просто играете какую-то роль, да, которую вам предписано, так скажем, да, что вы какой-то незнакомец или самозванец в той среде, в которой вы будете работать? Like, I'm not really a psychologist, and I hope you don't find out that I'm not really a То psychologist. есть чувство подобное тому, что вы думаете, я на самом деле не психолог, но я выполняю роль психолога, и я надеюсь, что вы не узнаете о том, что это не моя профессиональная деятельность, поле деятельности, так скажем. Because right now I don't feel like a psychologist. I'm very confused. Потому что в определенный момент времени, да, вы не чувствуете себя психологом, вы чувствуете себя, наоборот, может быть, запутанно, как-то смущенно. And I hope nobody sees it. И надеюсь, что никто этого не видит. И надеюсь, что все остальные воспринимают меня все равно как психолога. Once again, this is a normal reaction. It is part of the developmental process, and they just need some reassurance from us. Опять же, хочу быть, что это нормальный рабочий процесс, что это не какая-то серьезная проблема. И в этом случае супервизору достаточно просто оказать поддержку, содействие подопечному, чтобы укрепить его уверенность в себе. Okay. I think we're going to have to stop for today. We will pick up with supervisee transference